Стена вся практически расписана. Здесь все расписаны. Ну, я здесь не рад. Мы с вами ищем фавизм, но не только фавизм, друзья. Просто супер. Облажался с батарейкой. Что, мало снимаю про фавион. На что это вы намякиваете? Это про фавизм тоже. Друзья, привет! С вами Фавионыч. Я сегодня весь зеленый. Друзья, большим преимуществом в Питере, на Петроградской, а именно в районе Пушкарской, служит то, что здесь вот большое количество таких небольших садиков, небольших парков, где можно, если в такую жару, как сегодня, просто отдохнуть, посидеть, зайти. Куда мы сегодня отправляемся? Отправляемся мы сегодня в центр, опять на острова. И опять на спортивную. Но спортивная, друзья, это только точка отсчета. Как-то удачно, друзья, посидели здесь. Все разгромили. И многие меня спрашивают, что же такое фавион? Кто не знает мой канал, отставить мегапиксели. У меня тут целый мешок мегапикселей. Ну, что такое фавион? Фавион, друзья, это фотография. Это про фотографию. Мы сегодня ведем одну единственную батарейку, которой хватает обычно на 30-50 фотографий. Поэтому не будем делать много фотографий. Когда у нас закончится, мы достанем вот такое чудо. Так что, друзья, подписывайтесь и вперед. Здесь круглые мегапиксели лежат. Кто смотрел мой фильм про мегапиксели, знает, о чем речь. Кстати, друзья, все синоптики нам сегодня обещают дождь. Я, кстати, впервые за 2 недели выключил кондиционер. У меня 2 недели не выключаю, он работал. Благодарен вам за комментарии. Фотография это. Выясним с Фавионычем сегодня. Вот какие лампы здесь красивые. Я думаю, вы помните эти места. Эту решетку, кстати, я использовал для своего арта. Друзья, прежде чем понять, что же такое фавизм, в интернете написано, что имеет отношение к постмодернизму, имеет отношение к чистым цветам и к простым цветам. Друзья, фавион, люди со всего света до сих пор ищут эти камеры как раз из-за легендарного цвета. Но мы сегодня будем снимать не только в цветном варианте, но и в черно-белом в том числе. Поэтому попытаемся найти какие-то интересные фактуры. Отставить мегапиксели. У меня тут целый мешок мегапикселей. Поэтому для того, чтобы заниматься фотографией, и особенности фавизмом, фавионизмом, да, как хотите, мегапиксели надо оставить. Мы с вами приближаемся к одному из самых красивых храмов не только в Петроградской стране, но и в Питере. Это вот князь Владимирский собор. А вот с этой точки, кстати, хорошая точка для съемки. Здесь, кстати, легендарный магазин «Оранж». Один из первых в городе магазинов, куда привозили иностранные цветы. Я здесь как раз рядом жил. Обратите внимание, какие здесь красивые композиции. В морском стиле, удивительной красоты модели. Парусники, которые я обожаю, видите? Даже лодки, чайки. Поэтому, друзья, витрины в Питере очень красиво иногда украшают. Честно говоря, можно, наверное, долго очень разглядывать эту композицию, какие здесь раковины. Добро пожаловать на борт, друзья. Кто с фавионом, добро пожаловать на борт. Говорил, Оранж находится здесь, а нам на противоположную сторону. Я сегодня иду за тортом Север Метрополь. Кошелек большой. Сегодня у меня много пикселей, мегапикселей. О, прозрачный, хороший, кстати, сервис. Завершился. Я отдал мегапиксели все. Ну, очень жарко. Заодно я нашел 2 локации, которые зимой и осенью не были доступны. И сейчас мы сделаем небольшой арт. Для этого подкрепимся. Да, друзья, у меня каким-то образом обе батарейки оказались разряженные. Sony. Короче, у нас одна батарейка всего на Сигме. И осталось чуть-чуть записи. Я буду переходить на запись iPhone. И самое интересное, друзья, я, похоже, забыл еще свой пауэрбанк. Вот, друзья, здесь небольшой парк. А с этой стороны здесь кораблик стоит, ресторан.
рядышком вот такая зеркальная штуковина, которой видно Фавионыча, надеюсь. Сегодня Фавионыч у нас облажался с батарейками. Кстати, кораблик называется «Летучий голландец», но переведено «Fly Deutschland». Фавионыч сегодня плохо, просто лохопедрос. Все забыл, все батарейки, все аккумуляторы. Вот так вот. Напишите в комментариях, кстати, правильный это перевод или это намеренное что-то, намеки. На что это вы намякиваете? Ну вот, стрелка находится на той стороне. Переправиться я туда могу только в варианте, если дойду до следующего моста. Это километров, наверное, 3-4-5. Вернувшись обратно. Ну, конечно, я это делать не буду. С левой стороны Петропавловская крепость. Здесь вот видите кораблик с датой, которая в истории указана. Противоположный берег — это Зимний дворец. Оттуда отходят ракеты и катают вас по Неве. Ну, а сегодня, видите, мы стали свидетелями того, как ремонтируют мост. Вот здесь меняют, на самом деле, перекрытие. Мост действительно сильно меняют. С точки зрения фотографий здесь ничего интересного нет. Дальше только забор. Единственное, что можно какой-то арт сделать с птицами. Мужчина тоже хотел попасть вместе со мной на стрелку. Но потом мы объяснились и поняли, что он, кстати, тоже житель города. Тоже забыл. Теперь идем на Траволатов, да? Ему на Васильевский, а мне, я не знаю даже куда. Где будем искать простой фавизм? Лев, кстати, этот я делал здесь арт, поэтому сегодня у меня, честно говоря... Ну, хотя можно сделать, кстати, простые цвета, почему нет. Ну, кстати, место называется Площадь Лихачева. Ну, вы знаете, кто это такой, и здесь ему памятник стоит. Ну, эти виды, друзья, вы здесь миллион раз, наверное, на всех картинках видели. С этой набережной, с этой площади. Вот такой вид на Петропавловку. И одно из самых лучших мест, где можно погулять, это вот этот так называемый мыс. И там вот такой большой пляж, где, кстати, я делал санкт-петербургский черно-белый арт. Кто смотрел мое видео, кто не смотрел, не буду вас трясти, посмотрите. Уже раскладывают торговцы свои погремушки, как я их называю. Ну, изделия из металла, здесь всякие сувениры для туристов, как говорится. Все им к лицу. Как-то удачно, друзья, посидели здесь. Все разгромили. Ну, друзья, я не знал, что в этом доме как раз на улице жил Шорин, создатель, изобретатель звукового. Мы находимся с вами на улице Блохина, друзья. И эта улица еще интересна одним фактом, о котором, я думаю, что многие, может быть, знакомы, многие догадываются, кто-то слышал. Место на самом деле культовое, я сюда водил ни одного человека. Те, кто хочет увидеть действительно все, что связано с Цоем, это как раз вот здесь находится, в этом дворе. Стена вся практически расписана. Здесь все расписаны. Ну, я здесь не расписывался. Но я здесь неоднократно был, так что и на концертах был. И настоятельно рекомендую. И, кстати, ценники абсолютно гуманные. Здесь и группа вживую выступает. 4 число. 4 песня 7 часов песня группы Керно. Интересное кино. Не вдох. Здесь огромный портрет, кстати, его наверху на трансформаторной бунке. Здесь, кстати, еще один интересный арт-объект. Такой вот убежище или дот. И здесь тоже интересные такие можно арты сделать. Честно говоря, ни раз туда наверх не поднимался, сколько здесь был. Знаю, что там под землей был клуб, в котором там выступали многие. Ну что наверху находится? Наверху можно сказать, что можно посидеть, отдохнуть. Это, наверное, самое время сейчас заняться. Друзья, Фавионыч сегодня вообще не подготовился к фавизму. Так, показываю, как это делается. Кому-то нравится одна ложка. Я делал даже 3. Ну, давайте сегодня сделаем 2 ложки. Ну, что мы делаем, друзья?
Мы снимаем яркие объекты с очень сочными цветами, с минимальным количеством цветов, без всяких полутонов, делаем яркий. Это отличает французский постмодернизм, так называемый стиль, или авангардный, кто как назовет, фавизм. И снимать это будем с вами с помощью, конечно, камеры Foveon, ради которой, в принципе, люди и бросаются купить, найти эту матрицу. И никак не за мегапикселями, друзья. Солнце светит нещадно, друзья. Нещадно. Фавизм засвечивает. Друзья, случилась совершенно невероятная вещь. В моей сумочке в одном из карманов скрытом я обнаружил это, друзья. И это что такое? Это, друзья. Ой, друзья, походил я. Нашел я интересный ракурс, переходил, когда пешеходный переход, увидел как раз кресты собора, и на противоположной стороне есть место, где можно их все 5 поймать. И через вот это здание интересный вид с обратной стороны, с Блохина. Туристы, кстати, тоже есть. Их можно отличить по языку. Вот вам рекламирую тут единую карту петербуржца. Много всяких преимуществ, но подробно вы можете узнать. Ну и, собственно говоря, сам. Ну а всем, кому понравилось это видео, друзья, я рекомендую подписаться. И обязательно поставьте лайк, потому что я буду продолжать цикл, в том числе про замечательные матрицы, технику Foveon. Увидимся, пока. Утром он играл, сейчас тоже играет. Не устал еще.